Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, чего возможно никогда не было в Сан-Андреасе, а может даже и не планировалось, но в таком случае все мои предположения превратятся в открытые вопросы, на которые еще нет уверенных точных ответов. Начнем с того, что весь Сан-Андреас нам условно доступен с самого начала игры. И хоть игра и пытается сделать наше перебывание в закрытых частях штата максимально неудобным, все равно многие гайки не закручены, потому есть множество мест, которые можно посетить в закрытых городах даже при высоком уровне розыска. Но сейчас речь пойдет о немного другом случае. О том, как несколько мелких деталей в игре поставили под сомнение территориальное разделение в штате и посеяли небольшие расхождения в том, где должны были располагаться дорожные преграды, которые отделяют доступную территорию от недоступной. Так уж сложилось, что барьеры разделяют штат на три части – Лос-Сантос, Сан-Фьерро и Лас-Вентурас. И когда мы выполняем миссию Танкер-Командер, у нас Сан-Фьерро уже доступен, так как зеленая сабля была пройдена ранее. Но как только мы завершим Танкер-Командер, нас оповестят о получении доступа к дополнительным миссиям дальнобойщика, которых всего 8 и которые распределены по всему штату. Из-за того, что я всегда откладывал выполнение этих дополнительных миссий на период после сюжета игры, я не замечал, что можно выполнить только 6 миссий, а потом игра требует сюжетной разблокировки границ всей карты, дабы игрок мог выполнить рейс в пустынную зону. Но если изучить текстовый архив этой миссии, то можно встретить такое же оповещение, но с требованием открыть Сан-Фьерро. Хотя когда? Когда это должно было произойти? Ведь Сан-Фьерро и так открыт, и нет никаких проблем с барьерами и с уровнем розыска во время перебывания там. И мне все же удалось спровоцировать это сообщение, пусть и не совсем честным способом, используя Клео Трейнер для выбора миссии. Я его задействовал, чтобы попасть на миссию Танкер-Командер до открытия первой группы барьеров на дорогах из Лос-Сантоса в Сан-Фьерро вместе с Флинт-Каунти и Уэдстоном. Пройдя миссию Танкер-Командер, мне открылась возможность работать дальнобойщиком при наличии всех барьеров, пусть и нелегально по причине того, что мы находимся за границей Лос-Сантоса, но во время миссии от Каталины у нас работает принудительное подавление уровня розыска, потому свои 4 звезды мы получим сразу после ее выполнения. И вот тут как раз и выясняется то, что выполнив 4 задания дальнобойщика, 5-е мы не можем начать, получив сообщение о том, что чтобы начать следующее задание, нам нужно открыть Сан-Фьерро. После чего становится понятно, что, казалось бы, неиспользованная строка в игре на самом деле имеет свое применение, но его нельзя достичь без вмешательства стороннего софта. А теперь давайте вспомним хронологию событий сюжета. Сначала Си-Джея вывозят в Энджел Пайн, открыв первые барьеры после зеленой сабли. Потом начинается рутина с ограблениями от Каталины, которая разбавляет знакомство с правдой, после чего герой выигрывает гараж в Дуэрте. И только затем мы переезжаем в Сан-Фьерро во время одноименной миссии. И давайте послушаем диалог Си-Джея с правдой во время переезда. There she is, brother. San Fierro, city of psychedelic wonders. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Напрашиваются выводы о том, что Си-Джей никогда не был в Сан-Фьерро. И даже если до этой миссии намотать кругов по всему этому городу, все равно потом мы как бы никогда не были в Сан-Фьерро. Man, I can't believe I ain't been here before. А не до этого ли момента для нас Сан-Фьерро должен был быть закрытым? Тогда зачем барьеры стоят намного раньше, отделяя нас от горы Чилиад и Энджел Пайна? Наверное, чтобы после зеленой сабли появить нас в совсем новом месте, переместив все текущие задачи туда, не оставляя повода возвращаться в Лос-Сантос.
Но ничего не мешает нам туда вернуться сразу же после этой катсцены. Зачем тогда вывозили и делали это представление с мешком на голове, который зачастую надевают, чтобы человек не запомнил путь в место, куда его везут? Было бы даже логичнее не убирать барьеры, а просто сделать зону Лос-Сантоса запретной, с возможностью получить высокий уровень розыска за попадание туда на этом этапе игры. Это действие даже не конфликтовало бы с историей про закрытые мосты по причине землетрясения. А теперь давайте еще вспомним про Елену. Единственную девушку, которая недоступна для внесюжетного знакомства, пока первые границы не будут открыты. Но место для знакомства с ней нам доступно с самого начала игры. Просто самой девушки там не будет. А все по причине того, что ее дом находится за пределами Лос-Сантоса и Ред-Каунти. И если бы игра дала возможность знакомиться с ней, то Си-Джей не смог бы завершить ни одного свидания по причине высокого уровня розыска из-за появления в недоступном месте. Почему Хелена не стреляет по мишеням в том же Энджел Пайне, который открывается нам тогда же, когда и появляется она сама? Так, как же должно было выглядеть разделение между городами, если пустить под сомнение тот вариант, который нам подают в финальной версии игры? Вариант первый. Миссии дальнобойщика должны были выдаваться где-то на территории Лос-Сантоса. Си-Джей начинал свои первые 4 рейса по Лос-Сантосу и Ред-Каунти, после чего, увидев оповещение о недоступности следующих рейсов, был бы вынужден двигаться дальше по сюжетной линии, чтобы разблокировать 2 рейса в Сан-Фьеро, а затем еще 2 в Лас-Вентурас. Но тогда такие задания нам бы выдавала не Каталина, а кто-то другой из начальной части сюжета. И еще, заметьте, что заданий дальнобойщиков всего 8, а в Сан-Фьеро и Лас-Вентурас определено всего по 2. Возможно, планировалось сделать 4 зоны в игре и дать по 2 маршрута в каждую, но кроме сообщения о разблокировке Сан-Фьеро и Лас-Вентураса, там нет ничего подобного на то, что намекало бы, что разблокировать приходилось что-то еще. Вариант второй. Границ между частями местности должно было быть больше. Например, кроме разделения между большими городами, мы могли бы иметь недоступный Сан-Фьеро аж до самого нашего переезда в гараж Доерти. При этом разговор с правдой во время поездки был бы куда уместнее. Оповещения о закрытых городах во время миссии дальнобойщика также были бы актуальны, но вопрос о Хелене так бы и не решился. И третий вариант – это если бы расположение барьеров между Лос-Сантосом и Флинт-Каунти было бы другим, таким, при котором Флинт-Каунти и Уэдстоун нам доступны с самого начала игры, но там ничего не активно, следовательно и делать там нечего. И в этом варианте решается вопрос как с Хеленой, так и с миссией дальнобойщика. Да и разговор с правдой не теряет свою адекватность, то есть все нестыковки, которые я заметил в развитии сюжета игры, становятся уместными. Но стоит не забывать о том, что все барьеры между городами располагаются именно на мостах или на шоссе, которые обязательно проходят через водоем. Иначе в этих барьерах не было бы смысла, ведь мы можем беспрепятственно пересекать границы по пространству вне дорог с барьерами. И в таком случае перед Сан-Фьеро тоже должна была быть какая-то река, по причине того, что территория Сан-Фьеро совместная с Флинт-Каунти и Уэдстоуном. Можно предположить, где могла бы быть такая река, и вариантов есть несколько, но ни один из них не имеет неоспоримого подтверждения своей действительности. Некоторые места похожи своей формой на реку. Есть даже участки почвы, в которых текстура очень резко переходит в другую, словно создатель карты закрыл ею что-то другое. Но этого все равно мало, и есть полно фактов, опровергающих наличие реки в этом месте. В архивах игры есть превью старых вариантов гоночных миссий, на которых карта выглядит иначе, вероятнее всего так, как ее хотели делать на ранних стадиях разработки игры. Но именно в нужном для нас месте на этой карте нет изменений вовсе. Также карта имеет стабильное расположение водяных блоков, которые наверняка имеют состояние, которое было намного ранее игрового релиза, ведь на нем присутствует квадрат воды, предназначенный для бассейна или фонтана за мотелем Джефферсон, которого в релизе не оказалось, вместо чего мы можем наблюдать простой квадрат поверхности.
Но на месте нашей предполагаемой реки воды нет. А эти заступы расположения блоков внутри моделей гор и холмов — это всего лишь грубая работа создателя карты, который делал квадраты большими, чтобы наверняка захватить всю желаемую площадь. Да, и нестыковки в поверхностях — это так себе аргумент, потому что таких случаев в игре много, особенно в пустых полях, над которыми не было повода долго стараться, ведь большинство игроков, возможно, там даже и не побывают. Что вы думаете по этому поводу? Если есть свои выводы или замечания, пишите их мне в комментариях. А если понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если не сделали этого ранее. До новых встреч!